Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю торт белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торт буду делать с обилием цветов, в данном случае с лилиями, и покажу именно как очень просто и быстро сделать такое большое количество цветов самыми простыми кондитерскими насадками, без особых приспособлений, все, что есть под руками даже у начинающего кондитера. Итак, сначала буду делать лилии. Белый крем я распределяю по стеночкам кондитерского мешка. Насадка у меня здесь номер 70, обычная самая насадка листик, примерно 1 см на выходе. То есть внутри у нас должна остаться полость. Вот эту полость я заполняю розовым кремом. И розовый крем у меня особо сильно не размешан с белым. Сейчас я выпускаю крем, чтобы у меня уже пошел именно розовый крем. И видите, листики как бы такие надорванные выходят. Что для этого нужно сделать, сейчас я покажу. Нужно просто немножечко расширить насадку. Здесь я беру обычный вот такой вот нож. И просто можно плоскогубцами это сделать. Видите, она стала шире. И таким образом листики уже не будут такими надорванными, когда мы будем уже делать лилии. Они уже выходят более такие целые из насадки. Обычная насадка звездочка 8 мм на выходе. Делаю вот такое основание для лилии. И делаю вот так 3 лепестка. Чем быстрее мы будем обрывать лепесток, тем более надорванным будет смотреться кончик у лепестка. И внизу делаю также 3 лепесточка. В принципе, заготовка уже готова. Делаю опять основание, покажу здесь несколько цветочков. Делаются они проще простого, эти лилии. Очень многие боятся делать лилии из крема, совершенно напрасно. Делаются они очень просто и очень быстро. И сейчас я показываю, как сделать большое количество лилий сразу, чтобы сэкономить время. Оставляем побольше места, когда их отсаживаем на поднос здесь, чтобы они друг за друга не цеплялись, эти лилии. Делаем опять 3 лепесточка и снизу 3 лепесточка. Очень часто делаются лилии на рисовых конусах. Здесь же в данном видео я показываю, как даже без всяких рисовых конусов, без всяких приспособлений сделать самыми элементарными насадками эти лилии. Мне нужны были именно розовые лилии на этом торте. Вот показываю вам 4 штуки. Делать я буду 9 лилий. Мне этого будет достаточно для данного торта. И все они делаются вот таким же способом. Отставляю пока в сторону. И сейчас приготовлю розы сразу. Обычная насадка роза изогнутая, я ее просто сделала более узкой при помощи плоскогубцев уже давно и всегда ей работаю. Не сфокусировалась камера, я вам показываю уже, к сожалению, 4-й цветок, но тут и так все понятно. Цвет у меня здесь холодно-розовый у этих роз. То есть делаем обычные классические садовые розы, слегка тонким выходом у насадки я поддеваю лепесточек для того, чтобы он смотрелся более таким надорванным. Больше ничего здесь делать не нужно. Розы делаю небольшие, потому что лилии, цветы очень крупные, поэтому они займут очень много места на торте, но в промежутках между лилиями у меня будут вот такие розочки. И сейчас показываю, как сделать бутончик тоже. Главное, закручиваем основание вот такую вот серединку. И буквально пару лепесточков, и бутон уже готов. Потому что, как я уже сказала, лилии очень крупные. И просто промежутки заполняем мелкими розочками. Таких я делаю тоже 9 штук. Розы пока отставляю в сторону. Приготовлю вот такие рисовые макароны, то есть фунчозу для лилий, для тычинок. И окрашу сейчас цвет розовый у меня, просто как бы серединки у этих лилий из аэрографа. То есть никаких сухих распылителей здесь заморских я не использую, ничего. Самым элементарным способом. Если у вас даже нет аэрографа, существуют такие бутылочки с распылителем, вы можете туда также разбавить гелевый пищевой краситель и просто из этой бутылочки также нанести этот краситель на цветы. И видите, как удобно. Сразу все цветы я окрашиваю как бы оптом здесь.
То есть не нужно каждый цветок сначала отсадить. Лепестки, во-первых, крем будет разжижаться или пузыриться. А во-вторых, это очень много времени отнимает вот на эти все опции. Взять аэрограф в руки, взять потом эти тычинки. То есть все делаем сразу вместе. Так гораздо быстрее происходит у нас рабочий процесс. Все 6 тычинок сразу вставляю в серединку и потом распределяю аккуратно пальчиками. И так я проделываю буквально с каждым цветочком. Аккуратно все это нужно делать. Все это происходит очень просто и быстро. Сейчас такая рисовая лапша продается буквально в каждом магазине в большом супермаркете. Я думаю, она везде есть в наличии. Можно жевательные конфеты туда вставить, очень тонко их порезать. Но у меня была вот такая задумка сегодня вот с этой фунчозой. Цвет бордовый здесь у меня. Заканчиваю приготовление тычинок. Буквально по капельке крема я без насадки, без всякой срезала уголок у кондитерского мешка и делаю вот эти тычинки. Завершаю их приготовление здесь. И таким образом я прорабатываю каждый цветочек. И тоже видите, как быстро. То есть сначала сделали одну функцию, и сейчас на каждом цветке делаем уже следующую функцию, чтобы нам не терять время. И таким образом делаются цветы, как бы на вид очень сложные лилии, очень просто и очень быстро. Если просто знать принцип, вы полюбите делать лилии. Крем здесь у меня белково-заварной, итальянская меренга. Как он готовится, есть несколько подробнейших видео на моем канале и ручным миксером, и планетарным. Все это я оставлю вам ссылочки на приготовление крема под видео в инфобоксе. Сейчас я продолжаю окрашивание этих лилий, то есть на каждый лепесточек я вот так деревянной шпажкой наношу буквально по такой точечке красителя. То есть я гелевый пищевой краситель водорастворимый развела буквально капелькой воды, чтобы он стал буквально чуть-чуть более жидким. И именно палочкой наношу, не кисточкой, чтобы не было вот этих вот штрихов, а именно были такие точки. То есть каждую функцию делаем сразу на все цветы. И сейчас я из аэрографа зеленым красителем, тоже водорастворимым, пищевым, окрашиваю серединку у каждого цветка. Тем самым окрашиваются и тычинки сразу, и цветы приобретают более такой естественный окрас и как бы более естественный вид. Просто в серединку слегка я распыляю аэрографом зеленый краситель. Он называется листовой зеленый, то есть обычный совершенно зеленый краситель. На украшение полностью этого торта, на цветы и на обтяжку торта у меня ушло белково-заварного крема из расчета порции на 250 грамм белка. То есть 150 грамм это на цветы, потому что основания здесь такие объемные у цветов. И крема из расчета порции на 100 грамм белка на обтяжку этого тортика. Цветы готовы, можно уже приступать к оформлению самого торта. Торт у меня 24 сантиметра в диаметре, внутри у меня торт Моцарт. Как приготовить этот торт, я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Сейчас я смачиваю силиконовую кисточку холодной кипяченой водой и делаю вот такие вот волны. Крем у меня постоял, поэтому у меня выравнивание не особо хорошо получалось из него, и я решила сделать вот такие волны, то есть покрыть полностью всю поверхность торта. Вы же можете, я сейчас вам показываю только низ тортика покрыть, это я специально показываю, чтобы вам здесь просто наглядно было видно, что можно и так украсить на боковине только низ вот таким орнаментом. Я же сделаю на всю боковину торта этот орнамент. Главное не забывать вовремя смачивать кисточку в кипяченой воде, для того, чтобы у нас не было разрывов на креме на этом рисунке. То есть начинаем сверху, если вы хотите полностью весь торт покрыть этим рисунком. И следующий ряд уже идем от подложки и делаем вторую часть вот этих вот волн. Сейчас убираю остаточки крема с подложки просто одноразовым бумажным полотенцем. Посыплю линию соприкосновения торта с подложкой вот такой посыпочкой. Всегда советую такую посыпку иметь в наличии. Она быстро закрывает все детали, которые нам не нужны в принципе здесь. Работать с ней очень просто и быстро. Торт у меня окрашен слегка в такой зеленоватый оттенок. Просто на камере не очень хорошо это видно, но он окрашен. Делаю вот такую подушечку из крема для цветов. Небольшую, не нужно ее делать слишком большой. И выставляю лилии и розы поочередно.
У цветов здесь хорошие подушечки из крема, в принципе, хорошее основание. Этого будет достаточно, чтобы они хорошо держались. Такую как бы ветку из лилии я делаю вперемешку с розами, потому что тортик круглый. Если бы он был овальным, было бы удобнее. Но мне нужен был круглый торт именно в данном случае. И я решила сделать вот так как бы сбоку ветку. Насадка здесь у меня без номера, но это насадка лист тюльпана. Если вы посмотрите в интернете, то есть она с такой перемычкой внутри. И каждую эту поросль, я не знаю, как это назвать, из такого нежно-зеленого цвета я посыпала также посыпочкой этой. Насадка обычная галочка, листик можно здесь взять, то есть все на ваше усмотрение. Цвет зеленый травяной, я слегка окрасила также красным, и получаются такие достаточно темные листья. Я хотела просто оттенок сделать, чтобы все это не сливалось в одну массу. Украшаю также посыпками различными, и в принципе мой торт уже готов. То есть если делать это все уже в массе, одну и ту же функцию на все цветы сразу, делается это все гораздо быстрее и проще. Главное делать здесь шаг за шагом и все сразу вместе. На все цветы каждую функцию прорабатывать вместе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.